Привет, друзья! Биография Григория Лепса насыщена как положительными, так и отрицательными событиями. Яркая концертная жизнь, многочисленные хиты, композиторская деятельность переплетаются с алкогольной и наркотической зависимостью. Сам артист утверждает, что он знает обо всех своих демонах и постоянно борется с ними, а они борются с ним. Российский шоу-бизнес хоть и уступает за границей в плане масштаба, уровень дохода наших звезд все же может быть вполне достойным. Правильный подход позволяет некоторым певцам удерживать свои ежегодные заработки в районе 10 миллионов долларов много лет. В качестве яркого примера рассмотрим, сколько зарабатывает Лепс. Ну а перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Григорий Лепс и сколько он зарабатывает. Григорий Викторович Лепс-Свиридзе, Лепс, уроженец города Сочи, был рожден 16 июля 1962 года. Его родители – обычные советские люди. Отец Виктор Антонович, работник мясокомбината, мать Нателла Семеновна, работница хлебозавода. Григорий учился в средней школе номер 7 города Сочи, где был участником школьного ансамбля. Наверное, именно к тем временам можно отнести первые успехи Лепса на творческом поприще. С первой женой Светланой Дубинской Григорий учился в музыкальном училище. Она занималась вокалом. Девушка была очень красивой и влюбилась в очаровательного музыканта и балагура после исполнения им песен русского шансона. Светлана дождалась любимого из армии, после чего влюбленные сыграли свадьбу. Жить пришлось с родителями Григория, которые прохладно относились к молодой жене, пытаясь найти в ней недостатки. В 1984 году родилась дочь Инга, что не добавило в семью взаимопонимания. Жизнь молодой пары сопровождалась мелкими ссорами и скандалами с родителями мужа. После очередного раздора она с годовалым ребенком ушла из дома Лепс-Свиридзе. Второй раз в биографии Григорий женился на Ане Шаплыковой, танцовщице балетной группы Лаймы Вайкуле. В браке родились 3 детей – дочери Ева и Николь, а также сын Иван. Лепс очень любит своих детей и считает, что они должны самостоятельно выбрать свой путь, а задача родителей им помогать. Как хороший отец, Лепс вкладывает заработное состояние в образование своих отпрысков. Младшие Николь и Иван посещают частную школу. За 2 детей за год Лепс платит за обучение 3 миллиона рублей в год. Известно, что Ева получает платное образование в МГИМО. Год обучения оценивается в 500 тысяч рублей. Также богатый папа собрал для дочки личную музыкальную группу Cosmos Girls и занялся их продвижением. В начале карьеры Лепс начал зарабатывать тем, что пел в ресторанах и играл в рок-группах. Одно время состоял в коллективе Индекс 398. В начале 90-х был успешным исполнителем в Сочи, благодаря чему зарабатывал до 150 рублей в день, что по тем временам было очень достойно. Григорий мог иметь целое состояние, но плохо распоряжался своими доходами. Почти все деньги музыкант спускал на развлечения. В 30 лет он решил покорять Москву, которая встретила его не столь дружелюбно, как рассчитывал Григорий. Он хорошо зарабатывал, чтобы гулять по ресторанам, но подсел на наркотики и весил больше 100 килограмм. Соответствующий внешний вид сразу отталкивал потенциальных продюсеров. В 1995 году в его карьере произошел переворот. Григорий Лепс смог записать и выпустить первый студийный альбом «Храни вас Бог». Одна из композиций «Натали» вмиг разлетелась по всей России. Радиостанции часто крутили ее из-за регулярных запросов от слушателей. С тех пор Григорий стал завоевывать любовь публики и зарабатывать большие деньги. За 2 часа концерта Лепс зарабатывает около 3 миллионов рублей. 20% исполнитель отдает своей команде. Такую же сумму в размере 3 миллионов рублей Лепс зарабатывает за участие в различных фестивалях и премиях. Организаторы считают, что это дорого, но прекрасные постановки Лепса стоят этих денег. Чаще всего Григорий участвует в рождественских и новогодних частных мероприятиях, где можно отлично заработать. В официальном прайс-листе российских знаменитостей его ставка за выступление от 85 тысяч евро. У элитной публики Григорий может заработать около 100 тысяч долларов за вечеринку. Активное сотрудничество Лепса со многими брендами говорит само за себя. По слухам, только за один рекламный ролик с Тимати Григорий заработал около 10 миллионов рублей.
Несмотря на то, сколько зарабатывает Лепс в месяц на своих концертах, он решил организовать несколько дополнительных источников дохода. Бизнес Лепса включает магазин по продаже очков и оправ, дизайн которых разрабатывает музыкант, а также частный продюсерский центр, который планирует развивать в будущем, и рекламное агентство. Точный доход от бизнеса Лепса подсчитать сложно, но только знаменитый бар «Рюмка водки» за год принес артисту около 9 миллионов рублей. Лепс владеет просторной квартирой в центре Москвы, по улице Спартаковская, площадью в 320 квадратных метров, которая оценивается в сумму около 100 миллионов рублей. Певец вложил свое состояние в строительство личного замка в Подмосковье. На участке располагаются трехэтажный дом в тайском стиле и рядом продюсерский центр, а также огромный бассейн и парковка. Кроме того, у семейства имеется 40 соток личного леса. По оценке экспертов, общая площадь зданий не менее 300 тысяч квадратных метров, что превышает параметры стандартной пятиэтажки на 60 квартир. При этом площадь дома составляет 1800 квадратных метров. Дом оборудован по самым современным технологиям. В нем находится 8 спален и 4 гостиных. У каждого ребенка своя комната. Цена постройки превышает 20 миллионов долларов. Продюсерский центр Григория Лепса предоставляет творческое раздолье молодым талантам. Он состоит из звукозаписывающих студий, репетиционных залов, помещений с новейшим оборудованием для видео и телепроизводства, комнат отдыха, столовой. Лепс предпочитает использовать только две основные машины – для личных целей и для гастролей. Mercedes-Benz Viana за 12 миллионов рублей артист использует для комфортного передвижения во время концертных туров. Машина Лепса оборудована всем необходимым для длительных переездов. Для личных целей певец предпочитает использовать черный Lexus LX 570 стоимостью 7 миллионов рублей. Исполнитель не скрывает того, сколько он пишет песен, а также то, что предпочитает покупать готовый материал. За одну композицию Лепс платит около 500 тысяч рублей. По словам музыканта, за будущие хиты нужно платить дороже. Например, за песню «Показал ей весь мир и подарил» Лепс потратил несколько десятков тысяч долларов. После тяжелого периода в жизни, когда Григорий был на грани смерти из-за чрезмерного употребления алкоголя и наркотиков, он стал глубоко верующим человеком и решил коллекционировать иконы. Музыкант умеет находить редкие экземпляры икон. В его коллекции много уникальных икон знаменитых иконописцев. Стоимость самой дорогой иконы около 100 миллионов рублей. В общей сложности на покупку коллекции икон музыкант потратил целое состояние – 38 миллионов долларов. Но зная, сколько зарабатывает Лепс в месяц, эти цифры удивляют не так сильно. Григорий Лепс всегда помогал тяжело больным детям, оплачивая дорогостоящие операции, не афишировал это. Кроме того, музыкант интересуется судьбой детей, которым помогал. Лепс легко отдаст 5000 долларов, если увидит, что человек перед ним нуждается в них. Хочется высказать слова благодарности Григорию за оказанную помощь детям и пожелать артисту еще больших успехов и достижения всех намеченных планов и целей. Ну а если вам понравилось видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.